10 июля 2025 года в Абу-Даби прошла продолжительная встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, длившаяся около 5 часов. Переговоры проходили при содействии президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мохаммеда бин Заида Аль-Нахаяна и стали символом попытки выстроить новый формат диалога без традиционных посредников, таких как Россия, Европейский Союз или Соединенные Штаты Америки. Выбор Абу-Даби как нейтральной площадки подчеркивал стремление сторон отойти от прежних паттернов переговоров, где внешние игроки зачастую действовали в рамках собственных интересов, а не ради урегулирования. Встреча привлекла внимание не только из-за высокого уровня участников, включая министров иностранных дел и вице-премьеров обеих стран, но и из-за глубокой повестки, затрагивающей стратегически важные вопросы будущего региона. Официальные заявления по итогам переговоров носили сдержанно оптимистичный характер. Лидеры высоко оценили достигнутый прогресс в делимитации государственной границы и поручили профильным комиссиям продолжить работу в этом направлении. Одним из шагов, который официально не афишировался, но активно обсуждался в экспертных кругах, стало фактическое признание перехода под контроль Азербайджана 4 сел, ранее входивших в состав Азербайджанской ССР. Также стороны подтвердили, что прямой диалог остается наиболее продуктивным форматом для урегулирования всех вопросов и договорились поддерживать дальнейшие контакты, а также предпринимать меры по укреплению доверия. Однако за фасадом дипломатической вежливости скрывается куда более сложная реальность. На фоне официальных коммюнике аналитики сходятся во мнении, что речь идет не о равноправном диалоге, а о процессе, где слабая сторона, Армения, вынуждена принимать условия более сильного и наступательного Азербайджана. Военно-политическое превосходство Баку, подтвержденное как на поле боя, так и в дипломатической плоскости, позволяет ему последовательно продвигать свои требования, сводя пространство для маневра Еревана к минимуму. Одним из ключевых пунктов остается вопрос беспрепятственного проезда в Нахичевань по территории Армении, маршрут, который в Баку и ряде международных источников называют Зангезурским коридором. Для Азербайджана этот вопрос имеет не только экономическое и транспортное значение, но и символический подтекст, связанный с восстановлением сообщения между основной частью страны и Нахичеванской автономией. При этом Баку настаивает на условиях, которые в Армении вызывают опасения по поводу ограничения государственного суверенитета над собственной территорией. Не менее остро стоит вопрос делимитации и демаркации границы. Азербайджан настаивает на проведении этих процессов на основе карт, удобных для Баку, что фактически означает реализацию односторонних трактовок государственной границы. Армения, несмотря на попытки продемонстрировать конструктивную позицию, вынуждена учитывать сложное соотношение сил и искать компромиссы, чтобы избежать новой эскалации. Отдельный пласт переговоров связан с требованиями Азербайджана и Турции внести изменения в Конституцию Армении. По мнению Баку и Анкары, преамбула основного закона Армении содержит формулировки, которые можно трактовать как территориальные претензии. Изменение этих положений Азербайджан рассматривает как одно из ключевых условий для подписания мирного договора. Для армянского общества такой шаг может восприниматься как политическая капитуляция и отказ от национальных приоритетов. Особое место в переговорной повестке заняла тема разблокировки транспортных коммуникаций. Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян публично заявил о возможности передачи некоторых функций по управлению стратегическими дорогами лицензированной международной компании. По его словам, этот шаг возможен исключительно в рамках армянского суверенитета и юрисдикции и не подразумевает иностранного контроля над территорией. Однако данное заявление вызвало волну критики в армянском обществе, где восприняли подобные предложения как скрытую форму ограничения государственного суверенитета. По мнению критиков, замена термина «контроль» на «мониторинг» или «аутсорсинг» сути не меняет. Если иностранная компания получает право на управление стратегической инфраструктурой на территории Армении, это свидетельствует о потере полноты власти. Позднее МИД Армении попытался сгладить ситуацию, обвинив некоторые СМИ в искажении слов Сафаряна, вновь подчеркнув, что основополагающими принципами Армении остаются ее суверенитет и территориальная целостность.
Тем не менее, сам факт того, что подобные форматы обсуждаются всерьез, говорит о серьезном внешнем давлении, с которым сталкивается армянское руководство. В экспертном сообществе также звучат оценки, что нынешний переговорный формат – попытка сторон выработать новый подход после того, как усилия при посредничестве России и Запада за последние годы не принесли ощутимых результатов. Выбор прямого формата без внешних посредников демонстрирует определенное доверие между сторонами, или, по крайней мере, их взаимное осознание необходимости договариваться напрямую. Абу-Даби в данном контексте рассматривается как геополитически нейтральная площадка, где пересекаются интересы разных мировых игроков, но нет явного военного давления с какой-либо стороны. Несмотря на все сложности, сам факт столь продолжительных и насыщенных переговоров воспринимается как позитивный сдвиг по сравнению с предыдущими годами. Хотя подписание финального мирного договора в обозримом будущем выглядит маловероятным, практические шаги по разблокировке транспортных путей и постепенной делимитации границы могут быть реализованы раньше. Для Армении это создает как риски, так и возможности. С одной стороны, болезненные уступки по вопросам контроля над коммуникациями и конституционной реформы, с другой – шанс интеграции в региональные транзитные проекты, что способно укрепить экономику страны и повысить ее независимость от традиционных внешних партнеров. Однако этот путь сопряжен с высокими внутренними и внешними рисками, поскольку в армянском обществе сохраняется крайне низкий уровень доверия к гарантиям ненападения со стороны Азербайджана, особенно в отсутствии четких международных механизмов мониторинга и контроля. Таким образом, переговоры в Абу-Даби зафиксировали очередной поворотный момент в сложной и противоречивой истории армяно-азербайджанских отношений. Армения стоит перед дилеммой: либо идти на болезненные уступки ради стабилизации ситуации и открытия новых экономических перспектив, либо сопротивляться давлению, рискуя столкнуться с очередной фазой конфликта. Официальные заявления подчеркивают настрой на конструктивный диалог, но реальная картина оставляет слишком много вопросов без ответа. Ключевой из них – в чьих интересах будет построен будущий мир и останется ли он устойчивым в условиях сохраняющегося дисбаланса сил. Сегодняшний переговорный процесс отражает скорее попытку зафиксировать новое соотношение сил в регионе, чем достижение подлинного компромисса, удовлетворяющего обе стороны. Несмотря на декларации о конструктивном взаимодействии, ясно, что переговоры далеки от равноправия. Армения, лишенная действенных военных и дипломатических союзников, пытается минимизировать риски и сохранить хотя бы формальные гарантии безопасности, тогда как Азербайджан, опираясь на поддержку Турции и собственные военные успехи, продолжает продвигать свои интересы. Поэтому итоговое соглашение, если оно будет подписано, скорее станет вынужденной передышкой, чем окончательным урегулированием конфликта. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Закавказья.